Всем привет! Вы на канале Старшего Мастера. У меня в гостях мой ученик Кирилл Вахрушев. Всем привет! И с Кириллом мы сидим и пьем лимонад. А лимонад мы сидим и пьем не просто так, а потому что только что закончили вот такое замечательное изделие, которое называется... Лимонадный столик. Вот, и сейчас мы берем и наши стаканы ставим в верхнюю платформу данного столика. А еще у нас есть вот такая вот менажница, и мы вместе с лимонадом едим конфеты, кушаем чипсы, и все у нас замечательно. Мама у Кирилла очень замечательная мастерица, и в прошлом году мы с ним сделали пару проектов для его мамы. Я думаю, что она будет этому изделию очень рада. Ну а сейчас давай мы нашим зрителям покажем, как мы изготавливали данное изделие. Ну что, вперед! Вперед! Первоначально Кирилл нашел в интернете чертежи данного изделия, и мы из тонкой фанеры изготовили шаблоны. Затем подобрали из березы подходящий материал. Этот материал мы на циркульной пиле распилили. Пропустили через рейсмус для того, чтобы склеивать ровные ламели. Окончательно подогнали под размер, ну и идет процесс склеивания данного изделия. Сверху грузы. После склейки снова пропускаем через рейсмус, выравниваем и вот уже примеряем, как будет выглядеть верхняя платформа. Закрепляем шаблон и по этому шаблону выпиливаем на ленточной пиле. Пропускаем через фрезер для окончательного выравнивания, а это идет напиливание стоек. Попутно готовим материал для менажницы. Вытачиваем стойки. Стойки мы делаем из ясеня. Вот они готовы. Затем выпиливаем менажницу. Пропускаем ее через фрезер. У верхней части выпиливаем элементы под стаканы. Пропиливаем элементы для ручек. Ну и вот ручки я вырезаю. Скругляем фрезером все элементы. Убираем лишнее в менажнице, чтобы меньше было что фрезеровать. Подгоняем места под стойки, высверливаем глухие отверстия для стоек. Ну и сухая сборка. Проверяем, как все будет выглядеть. Ну, все, стойки можно приклеивать. Сверху гирьку. А далее выфрезеровываю углубление в менажнице. Зашлифовываю эти углубления. Фрезером выравниваю, скругляю. Приклеиваем маленькие ножки. Окончательная шлифовка изделия. И покрываем изделие льняным маслом. Изделие готово. Итак, уважаемые зрители, вы увидели процесс изготовления нашего изделия. Ну что, я думаю, что есть смысл поднять бокал за то, чтобы данное изделие долго служило и все было у вас замечательно. Заходите, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Всего вам самого доброго. Пока! Пока!